Предательство в Кремле. Союзник отказывается от встречи с Путиным. Диктатор теряет важную связь с Европой. Нападение на вице-президента США. Есть ли пострадавшие и какие мотивы у нападавшего? Болезненный удар по российскому ВПК. Важнейшее предприятие под ударом. Захватчикам теперь придется уменьшить интенсивность обстрелов Украины. Мобилизация. Страна переходит в режим повышенной боеготовности. Что дальше? Полномасштабное наступление? США готовят жесткий ответ на действия силовиков в другой стране. Срочное заявление Трампа. Эскалация неминуема. Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 6 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Удар по батареям. Заряда у России становится все меньше. Аккумуляторы для БПЛА могут стать дефицитом. Липецкая область попала под удар беспилотников. По версии властей, обломки одного из дронов упали в промышленной зоне Ельца и начался пожар. Губернатор в течение дня объявлял для региона красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже сообщил об отбое и уточнил, что возгорание удалось легко локализовать, предварительно без пострадавших. По данным СИН-каналов и медиа, под атаку могло попасть предприятие «Энергия» в Ельце. Его называют одним из ключевых производителей химических источников тока. Издание «Астра», в частности, утверждает, что завод выпускает аккумуляторы, в том числе для беспилотников, и батареи для авиации и флота. Город накрыли 5 баллистических ударов подряд, и цель была максимально циничной – энергетическая инфраструктура. Мэр Харькова говорит об очень значительных повреждениях и подчеркивает, что никакие укрепления – бетон, металл, укрытия – не выдерживают 5 таких попаданий. Известно как минимум об одном пострадавшем. По данным областной прокуратуры, ранение получил работник предприятия. Неподалеку от места удара ему оказывали медицинскую помощь. Прокуратура также сообщала, что город атаковали 5 ракетами. Их тип должны уточнить после экспертиз. Нью-Йорку показали человека, которого в столице еще недавно охраняли как неприкасаемого. В столице своей страны. После американской операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро его и жену Силию Флорес привезли в федеральный суд. И теперь главный вопрос не что дальше, а насколько далеко зайдет Вашингтон. В суде озвучены обвинения по тяжелым статьям, связанным с наркотрафиком и оружием. Эти дела в США тянутся еще с 2020 года и, по данным СМИ, обновлялись после задержания. Параллельно на международном уровне растет давление. По информации Reuters, вопрос законности операции и последствий уже выходит на площадки вроде Совбеза ООН, а внутри самой Венесуэлы звучат противоречивые сигналы от команды вице-президента Делси Родригес. Громче и чаще всех высказывается Пекин. Представители главного потребителя венесуэльской нефти делают уже не первое резкое заявление. Китай выражает серьезную обеспокоенность по поводу принудительного задержания и вывоза из страны президента Венесуэлы Мадуро и его супруги. Действия США являются явным нарушением международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, а также нарушением целей и принципов Устава ООН. Китай призывает обеспечить личную безопасность Мадуро и его супруги, немедленно освободить их, прекратить подрыв правительства Венесуэлы и решать вопросы через диалог и переговоры. А суд решил, что как минимум до марта Мадуро будет находиться под стражей. Вину свою ни он, ни его жена не признали, и следующее заседание состоится 17 марта. Вместе с тем, похоже, у серого костюма Nike внезапно появился самый странный амбассадор в мире. После того, как в сети разошлось фото задержанного Николаса Мадуро в светло-сером костюме этой марки, вокруг вещи началась настоящая истерия. Медиа пишут о всплеске интереса и покупок, а часть позиций и размеров в магазинах стала просто пропадать из наличия. Венесуэла переходит в режим осажденной крепости. Власть объявила чрезвычайное положение и зовет страну на общенациональную мобилизацию. По сути, это попытка быстро перевести кризис в формат обороны от внешнего врага и собрать вокруг себя армию, партии и улицу. По данным The Wall Street Journal, правительство заявило о империалистической атаке и объявило курс на вооруженное сопротивление, призвав к мобилизации все политические и социальные силы. Но тут отдельного внимания заслуживают российские реакции на суд.
вид венесуэльского диктатора и на эти события, российский представитель сбивчиво читает текст, будто бы писал не он. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международных правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. Альянс готов к защите. НАТО вступает в спор. Похоже, разногласия вокруг Гренландии снова выходят на уровень красных линий. И уже не только между Копенгагеном и Вашингтоном. В Европе резко повысили тон. В Берлине заявили, что остров принадлежит Дании. А в самой Гренландии прозвучало публичное «хватит». Что касается Гренландии, я могу сказать лишь одно. Гренландия, как и Фарерские острова, является частью королевства Дания. А поскольку Дания член НАТО, то и Гренландия в принципе должна быть защищена НАТО. И если появятся дополнительные требования по усилению обороны в отношении Гренландии, тогда нам придется обсуждать это вместе в рамках Альянса. Такую позицию поддержали Франция, Британия и ряд других стран. Берлин через канцлера Фридриха Мерца тоже обозначил позицию максимально жестко. Гренландия принадлежит Дании. На этом фоне история получает еще один ускоритель. Сообщение о назначении спецпосланника США по Гренландии, мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках, в Европе это читают как попытку закрепить давление институционально. До покушения не дотягивает, но дерзкое нападение вполне. Ночь в Цинциннати вышла нервной. У дома вице-президента США Джей Ди Венса кто-то начал крушить окна, и все закончилось задержанием прямо на месте. Дом в районе East Walnut Hills в тот момент был пуст. Венс с семьей находились в Вашингтоне, поэтому пострадавших нет. По данным секретной службы, подозреваемый повредил внешние окна, после чего его задержали агенты и передали полиции Цинциннати. Местные диспетчеры сообщали, что силовиков подняли по сигналу о человеке, который бежал на восток от резиденции вице-президента. Расследование продолжается, мотив не раскрыт и возможные обвинения пока не обнародованы. Пока все обсуждают мирные планы, в Брюсселе тихо собирают финансовую подушку для Киева на ближайшие 2 года. Еврокомиссия и Совет ЕС доводят до конца юридическую схему кредита Украине на 90 миллиардов евро на 26-27 годы, чтобы первый транш пришел не позже конца второго квартала 26 года, то есть до конца июня 26 года. Об этом в Брюсселе рассказал пресс-секретарь Еврокомиссии. Европейский совет согласился внести изменения в регламент о многолетней финансовой рамке, чтобы ЕС смог предоставить займ третьей стране. Мы осознаем неотложность финансовых потребностей Украины. Планируем осуществить первый платеж Украине не позднее второго квартала 2026 года. Механика такая. После решения Евросовета 18-19 декабря Еврокомиссия внесла проект решения, который разрешает усиленное сотрудничество. Его приняли 22 декабря, и дальше документ должен пройти голосование в Совете ЕС квалифицированным большинством, то есть больше 2/3, и получить согласие Европарламента в ближайшие недели. Да сделать это нужно так, чтобы обойти острые углы в виде Венгрии, Словакии и так далее. Новый российский рекорд – пожизненный. Похоже, в России высшая мера просто сменила вывеску. В 2025 году суды вынесли 100 приговоров к пожизненному. Это рекорд как минимум за последние 20 лет и почти вдвое больше, чем было за весь 2022 год. При этом некоторые источники уточняют, что речь идет о периоде январь-ноябрь прошлого года. То есть планка могла быть достигнута еще до конца года. Динамика выглядит как устойчивый тренд. 66 пожизненных в 2020, 47 в 2021, 58 в 22-м, 78 в 23-м, 79 в 24-м и скачок до сотни в 25-м. В сумме с 2005 по 2025 годы 1416 таких приговоров. Формально Верховный суд не раскрыл, по каким именно статьям чаще назначали пожизненное, но на фоне войны оно все чаще прикручивается к делам о госизмене, диверсиях и терактах. На фоне действующего моратория на смертную казнь пожизненное остается самым жестким наказанием в системе.
Это уже не просто внутренние протесты в Иране, это момент, когда любая фраза может стать спичкой. На фоне беспорядков из-за инфляции и сообщений правозащитников о погибших Дональд Трамп предупредил: если иранские силовики начнут убивать людей как раньше, ответ США будет очень жестким. Мы очень внимательно за этим следим. Если они начнут убивать людей, как это было раньше, я думаю, Соединенные Штаты нанесут по ним очень жесткий удар. Ранее он также говорил, что Америка готова, не уточняя, на какие именно действия готова и что он имеет в виду. И это уже вызвало угрозы ответных мер со стороны иранских чиновников. А верховный правитель Ирана Али Хамнеи заявил, что Тегеран не уступит врагу. Его слова предостережения транслирует министр иностранных дел. То есть Иран в ответ перешел в режим «это атака». Действия или заявления, которые делают такие фигуры, как премьер-министр сионистского режима или некоторые радикальные американские чиновники по поводу внутренних дел Ирана, согласно международным нормам, являются ничем иным, как подстрекательством к насилию, подстрекательством к терроризму и подстрекательством к убийствам. Параллельно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что солидарен со стремлением иранского народа к свободе, а в американской политике начался показательный символизм. Линдси Грэм появился в кепке «Make Iran Great Again» и сделал максимально прозрачный намек на линию давления. Я молюсь и надеюсь, что 2026 год станет годом, когда мы снова сделаем Иран великим. В сухом остатке улица в Иране кипит, внешние игроки добавляют громкости, а Тегеран трактует это как прямую попытку подтолкнуть ситуацию к эскалации. Вроде как друг, но поступил не по-дружески и всех удивил, похоже, даже свое окружение. Будапешт снова пытаются превратить в площадку для больших переговоров, но сам Виктор Орбан притормаживает тему визита главы Кремля в страну. На пресс-брифинге он дал понять, сейчас не тот момент, при этом Орбан оставляет себе дверь открытой. Венгрия, по его логике, остается одним из немногих западных государств, где формально проще организовать контакт высокого уровня между Вашингтоном и Москвой, если он все-таки созреет. Я надеюсь, что мирные усилия по завершению российско-украинской войны окажутся успешными, и у американцев будет о чем поговорить с россиянами. Визит Владимира Путина в Венгрию сейчас не был бы своевременным, и я не вижу в нем необходимости. Мы знаем, что Венгрия — одна из немногих стран западного мира, где для такого визита не существовало бы ни юридических, ни политических препятствий. Параллельно Орбан закручивает внутреннюю кампанию. Он призывает венгров поддержать свою партию Фидес на выборах в апреле этого года, подводя все к одной формуле, чтобы Венгрию не втянули в войну. Оппозицию, партию ТИСа, он атакует как брюссельский тупик и заранее вшивает в ее образ финансирование Украины, миграцию и гендерную повестку, то есть полный пакет страхов для своего электората. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.